Всем привет! Принятый Джо Байденом в августе прошлого года закон о снижении инфляции вызвал панику среди европейских политиков. Они живо представили себе, как высокотехнологичные производства, в которые были вложены годы и миллиарды, утекают за океан. Поскольку у коллективного сознательного память коротка, то им можно прогнозировать и предвещать что угодно. За ошибки с них потом не спросят. Вот скажем, угораздило старика Байдена подписать закон о снижении инфляции, предусматривающий субсидии и льготы на общую сумму в 369 миллиардов долларов для европейских компаний, переместивших свои предприятия в США. И этот дедушкин шаг моментально запустил работу машины по фабрикации страшилок. Ах, газ страшно подорожал. Ах, европейское производство стало нерентабельным. Ах, сейчас всей толпой ломанутся в США. На самом же деле пока не наблюдается не только повального исхода, но и даже предпосылок к нему. Хотя с момента принятия закона прошло уже полгода. И тому есть вполне логичные объяснения. Во-первых, область его применения достаточно узка. Он касается не всего подряд, а только зеленых технологий. Во-вторых, даже с этой ограниченной и искусственно раздутой сферы практической ценностью обладает разве что предприятие по выпуску аккумуляторов. В-третьих, на самом деле происходит нечто, более всего напоминающее вульгарный торг. Сегодня зашел на сайт autospot.ru и заметил, что предложений на новые авто стало гораздо больше, а скидки за наличные уже не редкость. Но тут все понятно. Машины, ввезенные в прошлом году, дилерам нужно продать и привезти этого года. Валюта вновь скачет, и сделать это надо максимально быстро. Ссылку на новые авто с достойными скидками как за наличные, так и за кредит трейд-ин я оставил в описании, пользуйтесь. Также на Автоспот вы найдете лучшее предложение на ТО вашего автомобиля. Тем не менее, Европейская лоббистская федерация транспорта продолжает нагнетать истерию. Она заявляет, что 68% планов строительства в Европе заводов по производству литий-ионных аккумуляторов может быть приостановлено или отменено. В группу риска попадают в первую очередь Tesla в Берлине, Nordvolt в Германии и Tauvolt в Италии. Но по факту выясняется, что Nordvolt только предположил, что может выбрать США, а не Германию для строительства следующей гигафабрики, так как Америка обещает более 8 миллиардов евро в виде субсидий. И Tauvolt может лишиться приоритета в пользу родственного проекта State Volt в Калифорнии. А может и не лишиться. Однако никто не ведет речи о том, чтобы здесь все позакрывать, а там все пооткрывать. Или вообще здесь все разобрать на запчасти и перевести туда. Буквально на днях всех на уши поставила Financial Times, сообщившая, что крупнейший мировой автопроизводитель Volkswagen приостанавливает строительство завода по производству аккумуляторов в Восточной Европе и переключается на аналогичный объект в Северной Америке, поскольку получит в качестве стимула 10 миллиардов евро. Изрядно попугав читателя, в конце той же статьи газета уточняет, что Volkswagen никаких окончательных решений о размещении заводов в Северной Америке или в Европе не принял. Больше того, компания не собирается отказываться от строительства нескольких европейских предприятий по производству аккумуляторов. Она просто выжидает ответных шагов ЕС, чтобы и тут получить значительные субсидии. Дело вовсе не в проблеме возможного переноса производства в новый свет, а в увеличении финансовой поддержки зеленых проектов по обе стороны океана. 14 марта Еврокомиссия инициирует закон о нулевых промышленных выбросах в ответ на налоговые льготы и субсидии, предоставляемые США. Что евробюрократы в нем напишут, не суть важно, ибо смысл все равно будет заключаться в выделении очередных миллиардов на изрядно поднадоевшие зеленые технологии. Очередной виток скачек вокруг дотаций объясняется очень просто. Сначала пандемия коронавируса, затем спецоперация на Украине резко подорвали интерес к глобалистским проектам вроде потепления климата или зеленой экономики. Воспользовавшись тем, что эта повестка отступила на второй план, многие государства попытались сбросить с себя бремя колоссальных бюджетных затрат, к которым их принуждали лжеэкологи и стоящие за ними кукловоды. Но не тут-то было, с крючка никому соскочить не удастся.
А как считаете вы, европейские автозаводы переедут в Америку?